Отключение интернета и введение белых списков идут полным ходом теперь уже и в Москве. Дмитрий Песков, отвечая на вопросы, когда все это закончится, говорит о законности таких отключений, что они будут продолжаться до тех пор, пока это нужно для безопасности. Известный своим вечно обтекаемыми формулировками президентский пресс-секретарь на этот раз не пытается даже кого-то обнадежить. Всем предлагается привыкнуть, что крупнейший город и столица огромной страны на неопределенный срок останутся без связи. И это, конечно, все по-своему интересно. Интересно, как власть, которая всю дорогу пыталась нормализовать войну, изолировать граждан от ее последствий, теперь своими руками громит критическую инфраструктуру жизни так, что дронам и ракетам ВСУ и не снилось. Поговорим сейчас об этом, прежде чем начнем. В нашей инструкции по обходу блокировок мы сравниваем, какие VPN работают в России. И там появилось обновление. Ссылка в описании. Спонсирует нашу инструкцию компания MaxSwap. Они выпускают виртуальные криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей. Весь пропагандистский концепт этой войны заключается в нормализации происходящего. Мол, да, где-то там происходит какая-то война. Где-то, может быть, в Курске, Белгороде, Брянске или, скажем, в селах Республики Тыва все взрослые мужчины подписали контракт. Но в России крупных городов-миллионников, нет никакой войны. И уж тем более нет ее в Москве. Сейчас же государство становится жертвой собственного нарратива. Потому что если нет никакой войны, если все в порядке, то получается интернет-то рубанули. Просто так, что ли? Все предыдущие годы государство старательно избегало чрезвычайщины и паники. Поэтому в момент, когда оно предпринимает чрезвычайные и панические действия, они не воспринимаются как логичные в рамках ведущейся войны. Ведь никакой войны нет. Всех настойчиво всю дорогу убеждали. Ничего не изменилось. Живите, развлекайтесь, заказывайте доставку. Все в порядке. Для тех, кто в этом нарративе живет уже 5-й год, отключение мобильного интернета в Москве и стремление заблокировать Telegram стали неожиданными решениями, рухнувшими на голову, как балка перекрытия. Этот эффект не нужно недооценивать. Это мы с вами знали, что дело идет ровно к этому. Да, нам удивительно, что вдруг все ускорилось и пошло форсированным маршем. 5-летку за 2 месяца решили исполнить. Но то, что интернет для государства фундаментально главный враг, для нас это не сюрприз. Однако, судя по тому, что мы сегодня читаем в Z-телеграме, для многих россиян стал открытием тот факт, что государство – враг, который ломает их образ жизни. Пожалуй, что перед нами первый случай, когда российское государство вломилось в повседневную жизнь абсолютного большинства и не может прикрыть это вторжение какими-то внешними обстоятельствами. В 2014 году были введены антисанкции, которые сильно ударили по продовольственному рынку. Но тогда пропаганда преуспела. Абсолютное большинство до сих пор думает, что это европейцы нам запретили есть хамон и пармезан. В 2022 году закончились прямые авиаперелеты, ушли визы и MasterCard, закончились иномарки в автосалонах, разве что китайские остались. Но тут действительно было влияние внешних сил. Это результат санкций и решений западных компаний, а не российского государства. Когда принялись замедлять YouTube, пропаганда очень активно продвигала идею, мол, это не мы, это Google сервера не обновляет, вот оно и замедлилось. Во время мобилизации все усилия были направлены на то, чтобы убедить большинство. Вас это никак не касается. Живите как жили. Происходящее, мол, затронет только 1% населения. Пожалуй, первый раз мы имеем дело с ситуацией, когда государство портит жизнь большинству. Портит ее очень заметно и совершенно того не скрывая. Объяснение сводится к тому, что начальство наше до того впечатлилось происходящим в Иране, до того уверовала во враждебно-шпионскую природу вообще всех технологий, что по этому поводу решила разгромить все под ноль. Звучит это до жути примитивно, но, похоже, другой причины нет. Иран — единственный с начала года пример по-настоящему большого кипиша. Да, была Венесуэла, но там, во-первых, точечная операция, а во-вторых, российское государство еще не до такой степени разложилось, чтобы Путина можно было вот так вот взять и похитить. А Иран прям очень похож. Такой же единоличный лидер, такой же всесилие спецслужб, гораздо более свирепые репрессии. Классическая жесткая диктатура, что-то там явно недоглядевшее и профукавшее протесты, которые пришлось подавлять в формате близком к гражданской войне. Не доглядела и оказалась абсолютно прозрачной для всех на свете вражеских разведок. Причем до такой степени,
что ракета прилетала непосредственно по кумполу верховному лидеру, а он об этом ничего не знал ровно до момента своей смерти. Прямо сейчас руководство Ирана существует в очень странном режиме. Оно правит из подполья. Это худшее, наверное, что может случиться с любым правящим режимом. Гитлер плотно засел в бункере с марта 45-го, когда уже от Рейха ничего не осталось. Если ты правишь скрываясь, то уж точно не контролируешь ситуацию. Очень странной выглядит власть, которая не в безопасности на собственной же территории. Оказаться в такой ситуации — страшный сон для любой государственной верхушки, а уж тем более для тех, кто чует свою общность с теми, кто должен прятаться прямо сейчас. Любая диктатура с годами копит паранойю. Избравшие путь пожизненной власти не могут не связывать утрату власти с утратой жизни. Чем дальше, тем больше они чуют угрозу отовсюду. От внешних врагов, внутренних предателей, от измены в ближнем кругу. Когда же происходит нечто столь масштабное, как в Иране, тут даже не склонный к паранойе диктатор вспотеет. А уж эти граждане, у которых что не студент, то террорист, в таком видят не то что призрак будущего Рождества, а просто грядущего утра. Продолжим этот славный разговор после небольшой рекламы. За 2025 год в МВД поступило 97 тысяч уведомлений о получении иностранного гражданства или ВНЖ. Одни из наиболее популярных направлений здесь Германия и Израиль. Кстати, в обеих этих странах есть хорошие программы репатриации, и этнические немцы или этнические евреи могут ими воспользоваться. Это самый быстрый и надежный способ получить второе гражданство. Те же золотые паспорта могут быть отозваны, но не паспорт репатрианта. Поэтому на всякий случай проверьте свои корни. Может, у вас в родстве есть немцы или евреи. Ваша типично русская фамилия может происходить от дедушки-еврея, который ее сменил, опасаясь репрессий. Проверить, так ли это, вам поможет компания ИКЦ. У них есть собственный архивный отдел, который может найти документы на территории любых стран. Даже если вы не уверены, есть ли у вас еврейские корни, ИКЦ может это проверить и найти подтверждающие документы, если еврейский родственник обнаружится. А потом поможет с оформлением паспорта Израиля. Компания в курсе всех актуальных требований. Ее специалисты помогут вам собрать нужные бумаги и подготовиться к собеседованию с консулом, а затем сопроводят в Израиле, чтобы вы точно попали куда нужно и получили паспорт в срок. Причем на свои услуги по получению паспорта ИКЦ предоставляет юридические гарантии. Жить в Израиле паспорт не обязывает. Как и служить в армии, учить язык. Зато с израильским дарконом можно свободно путешествовать, и доступны многие страны. В США легче попасть, в Европу без виз, а также доступны финансовые рынки, сможете инвестировать в зарубежные акции и свободно открывать счета в банках разных стран. Проверьте, можете ли вы репатрироваться в Израиль. Ссылка на компанию в описании. Продолжим. Так почему именно интернет попал под удар? Потому что любой режим борется с тем, с чем может. С Украиной война 5-й год идет безо всяких успехов. Власть в Киеве живее всех живых, и свои возможности по диверсиям, дальнобойным ударам и разведке целей только наращивает. С Америкой тоже не повоюешь. Она вообще нечто полумифическое. Но что-то делать надо. Режим, построенный на поклонении безопасности, не может сидеть сложа руки. Единственный объект, с которым можно бороться и которым даже отчасти находится в руках российского государства, это интернет в частности и связь как явление в целом. Отключить вышки в центре Москвы, ввести белые списки – это то, что можно сделать физически. Это исполнимо. И спецслужбы не будут выглядеть так, будто сидят сложа руки. Они как-то обеспечивают безопасность шефа. Вон что сделали даже, не считаясь ни с какими, Как это сочетается с тем, что кризис уже здесь, а выборы через полгода? Да никак не сочетается. Логика силовиков предельно оторвана от политических, а уж тем более от экономических соображений. Силовики сторожат. Чем больше начальственная паранойя, тем более свирепо они сторожат. А прямой политический ущерб – это уже проблемы какого-нибудь управления внутренней политики администрации президента. Это они пусть думают, как на таком чудесном фоне выборы проводить. Экономический ущерб – дело финансово-экономического блока правительства. Может быть, дело московской мэрии в данном случае. Но уж точно не Лубянки. Именно из-за того, что о политических последствиях силовики не задумываются, читать сегодня про властный сегмент интернета – одно сплошное удовольствие.
возникает устойчивое ощущение, что люди пересказывают наши ролики. Оставшись без нормальной связи, глашатые твердой руки и апологеты тирании вдруг решили, что несменяемая четверть века власть, оказывается, сходит с ума. Что политические институты, вроде свободных выборов и независимого суда, это скорее хорошо, чем плохо. Что если государство позволит делать все, то оно довольно быстро придет в полную негодность. А все, чем оно так гордилось, вроде быстрого интернета и онлайн-сервисов, перестанет иметь значение, ведь во имя персональной власти такое государство все это благополучно похоронит. Интересно, конечно, что осознание это приходит ровно так и по тем причинам, которые мы предсказывали. Интернет абсолютно всеми гражданами воспринимается как безусловное базовое благо, безотносительно их возраста, политических взглядов или полного их отсутствия. Отключить интернет во имя защиты от каких-то реальных или мнимых угроз — это как отключить водоснабжение, потому что какой-то там диктатор где-то на Ближнем Востоке насмерть утонул в бассейне. Интернет настолько вписан в повседневную жизнь, что все ее базовые элементы — связь, навигация, оплата чего угодно, работа, развлечения — не могут функционировать вне этой инфраструктуры. Что же выходит? Когда режим развязывает войну, у него появляется целая куча добровольных союзников, готовых испить рюмку крови вместе с государством. Когда на этой войне убивают сотни тысяч, это быстро перестает быть новостью. Но когда такси перестает приезжать, когда доставки и оплата отваливается, оказывается, что все вспоминают о правах и свободах. Неужели настолько странно выглядит красная линия? Так вот да, ровно так она и выглядит. Мы об этом говорили довольно давно в контексте самых разных блокировок. Война в глазах большинства, кому повезло жить не в приграничных областях, это какая-то государственная мутка, которой начальство занимается самостоятельно для собственных загадочных целей. Можно к государству присоединиться, государство за это заплатит. Но дело, если не считать мобилизованных, про которых все подзабыли, это дело добровольное в целом. Не хочешь такой ценой 3 миллиона? Ну не бери 3 миллиона. Вроде никто и не заставляет. Да, война вызывает всякие кумулятивные эффекты. Инфляция, рост налогов, дефицит отдельных товаров. Но эффекты эти размазаны по времени и очень неравномерны, касаются всех по-разному. Ведь подавляющему большинству граждан России нет никакого дела до того, что в Париж теперь лететь через Стамбул. У подавляющего большинства граждан нет загранпаспорта, а интернетом пользуются все, и на нем все завязано. Когда в воздухе повисал вопрос, почему не блокируют то, почему терпят все, мы это объясняли ровно той реакцией, которую сейчас видим. Опасно для жизни диктатуре вмешиваться в повседневную жизнь большинства. Лояльность большинства в таких режимах обеспечивается тем, что для него государства как бы нет. Большинство зациклено на своей частной бытовой жизни. Для большинства политическая повестка почти как светская хроника. Это разговор о посторонних людях и посторонних же делах. Погром интернета — как раз разрушение того самого быта, на котором люди зациклены. И граждане обнаруживают, что существует какое-то государство. Причем впервые возникая в их жизни, государство немедленно начинает вредить. Делает их жизнь существенно хуже, причем одним днем и безо всякой видимой причины. Ровно такое ощущение возникло во время мобилизации, когда вдруг оказалось, что государство в свои дела хочет граждан втянуть принудительно. Сами придумали себе какую-то войну, а теперь собираются всех на ней грохнуть. На пике панических настроений мобилизацию живенько свернули. Оказалось, что начальство, которое изолировало себя и свои решения от граждан, не может ждать деятельной помощи в своей войне. Так же и тут. Стремясь обезопасить себя от угроз, начальство активно угрозы эти множит, втягивая в политику то абсолютное большинство граждан, которое ранее от нее было изолировано. Удивительно ли это? Касательно реакции абсолютно нет. Удивительно то, что государство, которое всегда чуяло, куда лезть не стоит, настолько перепугалось, что делает абсолютно все от себя зависящее, чтобы задолбать граждан не меньше, чем те режимы, которые стали жертвами с начала этого года. Если существует физическое выражение самосбывающегося пророчества, то это именно оно. Государство очень боится переворота и революции, а потому тщательно готовит для него почву, старается добраться до всех и каждого задолбать. До завтра.